Друзья, всем привет-привет, с вами Лаврентьева Алена, и сегодня у нас дырка в ногте. Да, так вот бывает, и может случиться на самом деле с каждым, поэтому давайте разбираться. Обратилась девушка, написала нам, по-моему, на телефон администратора, мне сразу предложили взять ее на контент, потому что случай, ну, не так, чтобы там какой-то суперсложный, но он интересный, и это то, что стоит осветить. В общем, мы имеем вот ноготь, длину она, кстати, уже сама убрала, молодец, и вот есть в нем какая-то дырка, конечно, она это жалуется, говорит, что не знаю, что делать, как произошло, тоже не знаю. И действительно, первый вопрос – это кто виноват, а второй – это что делать. К сожалению, кто виноват, мы не найдем. Можно, конечно, вообще всех собак спустить на мастера маникюра, осмотрев качество работы, потому что есть лишний объем материала, ну, толстенькие, там пропилы кое-где встречаются, но в процессе разговора я узнала, кто делал ей ногти. А ногти, кстати, вот он, да, пропил, есть такое, но еще от этого никто не умирал, если что. А ногти ей делала ее мама, представляете, а маме 60 лет, она отучилась на базовом курсе маникюра и очень старается, поэтому смысла здесь ругаться нет. Да, действительно, ногти толстоватые, есть проблемки с архитектурой, но надо понимать, что как бы здесь еще пока очень сильно не профессионал, начинающий специалист, и фактически это ее там первая самостоятельная отработка. Но тут напрашивается вопрос, как бы виновата ли мама в том, что у дочери сейчас дырка? Ну вот как бы и да, и нет. Вопрос сложный, потому что мы не ясновидящие, и отмотать куда-то там мы не можем. И часто встречается такая проблема, что клиенты начинают винить своих мастеров или салоны красоты в том, что вот как-то вот так вот случилось. Хотя это могло произойти, когда она поковыряла сама, когда ей попала, не знаю, туда рыбная косточка, может быть, была какая-то травма, а может быть, действительно и от маникюра. В общем, концов здесь, по сути, не найдешь. А свои версии того, почему еще такие дырки на ногтях бывают, вы, кстати, можете написать в комментариях. Сейчас я беру пушер для того, чтобы посмотреть, насколько она там далеко или глубоко. Вот я осторожно отодвигаю, заглядываю и понимаю, что, в принципе, сейчас я ее достаточно легко и просто снивелирую с помощью фрез и кусачек, и никаких проблем не будет. Поэтому приступим, как говорится, к самому-самому интересному. Вот здесь я, кстати, девушке объясняю, что на большом пальце, это, кстати, большой палец руки, очень-очень мягкая вот эта зона лунулы или ростковой зоны. Я специально нежно прожимала ее пушем для того, чтобы показать. Соответственно, получить там травму легче легкого. И еще раз говорю, не спешите винить маму, папу или мастера маникюра, просто потому что там практически невозможно, мы не Шерлоки, понимаете, мы не можем это выяснить. Но самое главное, что нам надо понимать, что это не смертельно. Здесь, кстати, вроде как бы дырка, но дырка прямо не до конца, то есть она не прошла насквозь, и не весь ноготь, а только какая-то часть его слоев, то есть, какой-то там больше половины, может быть, да, слоев были травмированы, и получилась вот такая дырочка. И сейчас с помощью кусачек я убрала все вот эти вот краешки и бортики, которые могут зацепляться, и дальше мне будет нужно только с помощью фрезы это все зашлифовать. Здесь я рекомендую, кстати, взять фрезу с зеленым или синим пояском, то есть такую более грубую, чтобы она легче вам это все обрабатывала. Как видите, сейчас я работаю очень точно, здесь как раз-таки работает у меня только носик, чего обычно мы не делаем, да, когда работаем с кутикулой, потому что моя задача вот этого, давайте его кратером называть, в общем, у нас есть кратер, и его вот эти вот все краешки нам нужно свести на нет, поэтому мне и нужна такая фреза. Кстати говоря, ТВС в данной ситуации не сработала, то есть вот, не зацеплялась, она не работает, не каждый раз это получается, поэтому я взяла алмазку именно с зеленым пояском, но будьте осторожны, потому что по коже, не по всей можно работать с зелеными фрезами, но они должны быть в арсенале, потому что это удобно. А по поводу кусачек, кстати, вот я там до этого срезала кусачками, имейте в виду, я срезала кусачками своими кутикульными, и это значит, что потом их, скорее всего, ждет заточка, потому что кутикульные кусачки нужны только для кожи, и нельзя ими резать ногти, и когда вот срезаешь вот какой-то такой сложный момент, к сожалению, они портятся, но чего не сделаешь ради клиента, чтобы человеку не было больно, потому что заходить здесь пряморежущим у нас бы не получилось, нужны очень тонкие полотна, которые подлезут и зайдут. В общем, как бы бывают риски в этой жизни, ничего не поделаешь. А тут мы уже, кстати, заканчиваем, в принципе, нашу обработку. Я слегка прошлась по кутикуле, не было там цели делать маникюр и так далее, надо было просто помочь человеку, объяснить. В общем, все сгладили, и сейчас, если посмотреть, то, в принципе, особо ничего не видно.
Но это, конечно, не значит, что там ничего сейчас нет. Дырка осталась на месте, мы видим вмятину, мы видим углубление. Я спросила, есть ли у нее какая-то там супер чувствительность, потому что стоял вопрос, запротезировать ли нам эту зону или оставить ее так. Я все-таки за то, чтобы оставить так, чтобы ноготь рос, укреплялся, так сказать, питался. Кстати, насчет питания мы еще добавили ей масло Монардо для ногтей и кутикулы от Домикса, для того, чтобы она делала постоянно себе массаж. Ну и также, знаете, натуральные компоненты, витаминки еще никому не помешали. Я очень люблю масла в уход, разные сыворотки и так далее, по одной простой причине, что человек вырабатывает, во-первых, полезную привычку, особенно если он там что-то ковыряет, а во-вторых, когда они наносят эти масла, сыворотки, делается массаж. Когда происходит массаж, вот такой вот самый массажик, происходит приток крови, приток кислорода. В общем, все обменные процессы увеличиваются, и ногти будут отрастать быстрее. Это самый-самый дельный лайфхак. Ну, как говорится, на сухую тереть не будешь, поэтому нужны какие-то специальные препараты, которыми можно вот здесь вот сработать. Я советую масло Монардо, оно, кстати, действительно очень хорошо увлажняет. Я сама его наношу и прям могу рекомендовать. Но это реклама. Это важно, я ее здесь отмечу и ни от кого ничего прятать не буду. Но масло реально классное. В общем, мы тут все почистили. Пациент, как говорится, скорее жив, чем мертв. Хотя для меня это, конечно, не пациент, а просто клиент. Все будет хорошо.